сейчас находимся в Доломитовых Альпах. Здесь есть группа, горный массив, который называется Села. Ронда — это круг по-итальянски, поэтому Села Ронда — это круг вокруг Селлы. Можно двигаться как по часовой стрелке по оранжевому направлению, так и против часовой стрелки по зеленому направлению. Села Ронда объединяет 4 таких огромных массива горнолыжных: Вал Гардена, Альта Бадия, Араба, Мармалада и Валь ди Фаса в одну систему. Помимо этих 4 долин и 500 километров трасс, в этом регионе Альп в один ски-пас объединены 1200 километров горнолыжных трасс и 12 регионов. Ну, в общем, от Киева до Будапешта можно проехать на лыжах. Вау. Год назад мы были здесь, я только-только начинала кататься, и мне очень захотелось пройти Села Ронду, потому что для новичка это очень хорошая цель и очень хорошая мечта. Мы проехали первый перевал, который шел с Сельвиль Валь Гардены. Называется он Пасо Гардена, 2137 метров. И мы сейчас направляемся в Карвару, нашу любимую. Ну что, друзья, мы находимся на втором перевале Села Ронды и Оранжевой, Пасо Камполонго, 1825 метров. Там Карвара, там Араба. И с той стороны мы едем в одно уникальное место, где дедушка продает ликеры и настоечки свои уже 30 лет. Очень известное место на Села Ронде. Поедем проверим? Buongiorno. Quanti anni produzione di... Oh, penso 40 anni. 40? 38-40. What's your name? What's your name? Come si chiama? Come si chiama? Io? Sì. Lorenzo. Это как для тех, кто не любит шоколад, шоколадка с орешками. Очень вкусно, сладко, медово и орехово. В горах вот ты что нужно. Вторая твоя. Как десерт, правда? Нет, ты останешься здесь, да? Вау, значит, это совершенно не похоже на какую-то алкогольную штуку. Ел бы. Но она все сделана на графе. За вдвоем. Да, вдвоем. Мы едем в Секрет-Вале, в такую долину. Секретную долину. Да, не знаю, Села почему Ронда. она называется Secret. Или не узнаю. Красивенная секретная долина. Ты едешь по ней и чувствуешь себя будто бы океан, знаешь, среди этих скал и камней. Мне кажется, я осознала, почему это секретная долина, потому что здесь находится почти что секретный ресторан, он называется Скотони. Он находится на высоте 1990 метров. Для того, чтобы сесть, нужно отстоять огромную очередь. Здесь специализируются на мясах, и на колбаске, на шпеке и на кровянке. Все это подают. Выдержанное мясо также есть, его обжаривают на гриле. И, по-моему, это то, что нужно классно замерзшим лыжникам.
примерно так выглядели подъемники 50-60 лет назад. Две лошади тянут 44 человека. 4 человека, 2 лошади. Вот они, наши герои. Детишек они везут прямо в повозке. За мной находится самая высокая гора Доломитовых Альп. Мармалада, на ней находится ледник. И мы туда сейчас обязательно поедем. Увидимся на Мармаладе. Внизу находится городочек Араба. Мы вот спустились оттуда. Для самых матерых лыжников. Да, здесь в основном черная и красная трассы, и отсюда уходят подъемники на ледник Мармалады. Мы сошли с ума и забрались хрен знает куда. Это последний подъемник на Мармаладу. Мы сейчас на высоте 2900. 2900, а будем 3240. Сейчас делаем до 3240 и оттуда нырнем вниз. Вот так люди садятся на подъемник, трамбуются с лыжами, с палками, но остались сами стойкие. Так, мы на самом верху, на горе Мармалада, и мы делаем наш выбор. Это выбор вдвоем. Самые красивые трассы в данном случае. Самая высокая точка Доломитовых Альп, гора Мармалада. 3260 метров. Находимся на вершине, это такая большая-большая панорама, которая называется Пасо Пардой. Пардой. Да, она немного в стороне от Села Ронды, Батарика сейчас стоит. Но сюда стоит заехать, поскольку здесь невероятная панорама на Мармаладу и на всю Села Ронду. Еще можно снять лыжи, наконец-то гулять в них. Это наш третий перевал на Села Ронде, Саса Пардой. Он находится между Арабой и Канацеем. И нам остался один перевал. Возвращаемся домой. Проделывая круг Села Ронды, мы обнаружили ферму высокогорных шотландских быков. Каждый из них маркирован. Они живут вот так вот в горах. Например, вода замерзает через какое-то время в их поилке, ее выкидывают льдом вот такими пластами, наливают свежую воду. У них обед, а у нас обед ими. Пути на последнем, крайнем, 4-м перевале. Пасо Села. Возвращаемся домой. Пить чай, грапу И баня. и класть ноги на потолок. Ну что, вот и закончился наш первый Села Ронда. Мы ждем Машеньку, а вот она едет.
Поздравляю тебя, любимая. Поздравляю, Федор. Это был проект вдвоем на Соларонде, и мы это сделали. Круто, круто, круто. Я чувствую, что все это не зря, что я рыдала и говорила, что никогда в жизни не стану на лыжи. Что это совсем не так, что можно кататься, смотреть, чувствовать ветер, есть вкусную еду и кататься с любимым мужчиной. Это не только лыжный регион, да, но еще и гастрономический, и винный, как вы могли понять из наших путешествий. И мы хотим разыграть очень крутую бутылку вина, белого вина 2011 года. Из винограда сорта Траминьер или Гевюрцтраминьер, как здесь его называют. В этом регионе растут лучшие гевюрцтраминеры в мире. Сегодня, в день выхода серии, мы случайным образом среди наших подписчиков разыграем эту бутылочку. Так что подписывайтесь на наш канал, на канал «Вдвоем». И сегодня в комментариях под видео ищите свое имя, фамилию. Пока.